Ну да, Диабло, старый Диабло. Играем сегодня на ТВ-боксах. Играем и играть будем. Видели? Давайте я сейчас выберу. Я там уже начал даже во что-то играть. И те, кто говорят, что на ТВ-боксах играть нельзя, то те просто-напросто сильно ошибаются. Сегодня у нас подборочка на осень 2024 года. Игры с геймпадом, конкретно на Android TV боксе. И первая, это легендарная первая Диабло. Она сейчас есть конкретно на ТВ-боксе, на Android TV, она есть в маркете, но для того, чтобы получить полную версию, да, вам придется какие-то штуки сделать. Все это, конечно же, уже там по инструкции в самой игре, но сегодня я вам покажу именно подборочку тех игр, которые проверял сам, которые 100% рабочие, потому что многие там покупают себе, допустим, ТВ-боксы и не знают даже, что на них можно там во что-то играть прикольно. Ну вот, пожалуйста, вам есть полноценный Диабло. Конечно же, ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик. Сейчас даже расскажу, на чем играю. А ну давайте. Рубилова, уходим. Ой-ой-ой, тут еще разобраться бы надо. Я ж ее только загрузил. Каких-то тут этих зелий нажрался. Ну, короче, какая-то полная лажа у меня сейчас. Сейчас меня приколопуцают, все нормально, все хорошо. Короче, ребят, на канале Технозон играем, поехали. Короче, заколопуцали меня. На чем играю? Играю на Rocktech G2. Делал уже обзорчик, ссылка в описании под видео. На 905X4 процессоре, с полноценным Netflix, с полной сертификацией. Короче, играть не переиграть и посмотреть не пересмотреть. Стоит он, конечно, не дешево, но продается с геймпадом. Можно, конечно же, использовать любой геймпад. Я использую Ipega, господи, вот это договорился. Я использую GameSear G4 Pro, это мой любимый геймпад. А есть T4 Pro, есть вообще куча огромная геймпадов, классных геймпадов, ссылки на которые лежат в описании под видео. И, кстати, на Rocktech, на обзорчик тоже ссылочки в описании под видео. Как вы видите, у меня очень много игр, очень много их сюда помещается, потому что это версия на 64 гига, ну, вы уже Diablo видели, поехали дальше. Аномалия 2. Красочная, охренительная игра, я вам скажу, с какими-то вот элементами RPG и стратегии. Воу. И, кстати, графичка здесь далеко не как, допустим, в том же Diablo, да, первом. Вот, пожалуйста, едут у нас там танки какие-то. Смотрите, какая графика. Реально красивая. Реально красивая. Мы можем... Воу, давайте. Здесь, конечно же, есть режимы обучения. Давайте чуть-чуть поремонтируемся. Что мы тут выбираем? Вот наши танчики, поехали ремонтироваться. Слушайте, я советую все устанавливать, все это доступно в маркете, абсолютно все в маркете. Никаких сторонних я не устанавливал. Вот вам, пожалуйста, обучение пошло. Как красиво тут чешуя шевелится на камне. Это явно какая-то живая хрень. Слушайте, очень с красивой графикой, прикольная, вот такая, знаете, в казуальном режиме RPG с элементами стратегии. А если хотите каких-то пошаговых баталий, то, пожалуйста, 1941 Frozen Front, отличная тема. У меня все на английском языке, потому что у меня интерфейс приставки стоит украинский. Если, допустим, в игре нет украинского языка, то он будет на английском. Ну, я так привык. Вы можете ставить, там, допустим, на русский язык и использовать тот язык, если, допустим, поддерживает игра русский язык, обязательно появится. Ну, играю теми, кто мне ближе по духу, то есть, конечно же, немцами. Очень советую. А если у вас есть ребенок, то Reaper игра, это вот конкретно будет, наверное, ему интересно, потому что это такой платформер, раннер, не знаю, как его назвать.
Давайте кого-то сейчас тут будем лупашить. Давай, 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 давай. Ну, одного есть. Куда ты там побежал? Слушайте, интересная игра на самом-то деле. Тоже такой платформер, очень красочный, идет практически на всех ТВ-боксах. Понятное дело, что если вы хотите поиграть во что-то очень серьезное, то вам нужно будет, конечно же, иметь ТВ-бокс посерьезней. Потому что есть, в принципе, в маркете, ну, допустим, ладно, такая игра, Runner Reaper, вы должны понимать, как он выглядит, для того, чтобы его потом найти. Давайте выходим. Вот он, Reaper у меня такой есть. Если вообще пойти в Google Play Store, в раздел игры, то вы там увидите не все игры, которые тут есть. Тут есть очень маленькая часть из того, что вы можете найти. Например, есть какие-то, допустим, бестселлеры, шедевры, но они платные. Я сейчас преимущественно показываю бесплатные. И есть, например, такие игры, как Radiation Island. Она тоже платная, но она конкретно от первого лица, и там с выживанием нужно крафтить, и для такой игры нужно уже как минимум какой-нибудь Югус АМ8+, там, или АМ8, или СК1, потому что там игрушка ничего себе. А вот Raptid GP и Raptid GP2 это те игры, в которых можно играть не просто одному, а еще и вдвоем. Через сплит-скрин и 2 Bluetooth джойстика, либо 2 Bluetooth и 2 USB до 4 игроков одновременно. Вот это вот игры, кстати, очень крутые. Это гонки на водных мотоциклах, при этом в разных погодных условиях, с обалденной графикой консольного уровня. Я вам скажу, тут смотрите, какая фишечка. Вы посмотрите на вот эту вот графику с этими брызгами, с этими деталями воды. О! Короче, я уже отыграл, все, я молодец, Вова молодец. Все, поехали дальше. Слушайте, очень красивая, красочная, и их 2 части. И самое прикольное, что можно играть в многопользовательском режиме, вот это очень-очень важный момент. Меня очень часто спрашивают, давай там игры на 2, на 3, чего-нибудь для ТВ-бокса, на 2 геймпада, но их не часто такие встречаешь, поэтому вот такое вот дело. Но это работает, это очень красочно. И, кстати, у меня вот есть и первая часть. Но сразу говорю, Raptid GP это конкретно вот платные игры. Платные, и первая вот часть у меня есть Raptid GP, и вторая установлена, и играю я в обе. Ну и, конечно же, классический Asphalt 8. Кстати, его очень сильно улучшили после того, как для Android TV Asphalt 9 убрали из маркета. К сожалению, но тут уж из-за усложнения Asphalt 9 и из-за невозможности нормально контролировать геймпад с его там вот этим вот вариантом управления. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Если кто-то не играл в Asphalt 8, очень советую. Очень старая игра, но она развивается очень сильно. Очень красивая графика, очень неплохая физика и хорошая, скажем так... Блин, я думал, я проскочу через заборчик, но заборчик оказался сильнее меня. И очень интересные треки и развитие вообще машин. Мне действительно нравится. Хотя эта игра, конечно, многие ТВ-боксы ставить на колени, особенно достаточно слабые, которые подвержены нагреву. Я на Рок-Теке играю, в принципе, играл, по крайней мере. Я давно уже в нее не играл, но специально установил для того, чтобы вы могли посмотреть. Здесь можно регулировать графику, можно ставить производительность, можно ставить красоту, в зависимости от мощности ТВ-бокса, но в принципе идет на любом устройстве, поэтому особых ограничений нет. Давайте чуть-чуть подгоним. Я тут 6 из 6, пока вам тут рассказывал чего-то, меня, грубо говоря, чуть-чуть обогнали. Ну, чуть-чуть совсем. Я не знаю, где я, на каком я свете в отношении своих соперников, но игра действительно прикольная. Не то чтобы поиграть можно, я бы прям советовал и нужно. Хотя очень жалко, что 9-й Асфальт не прижился на Android TV. Прям классная тема была. И... О, вон он, догоняем. Прям была классная тема. Но, знаете как, кесарю кесарева. Если его отнесли к андроидам, которые работают на тач-девайсах, ну так тому и будет.
Badland! О, одна из самых красочных, интересных и загадочных для меня игр, которые я сначала не мог понять, а потом, когда разобрался, да, в одно время даже очень сильно на нее присел. Управление фактически одной кнопкой, но тут попробуйте сыграть. Очень классная игра. Какой-то этот летающий ежик, как я его, знаете, для себя определил. Но эти уровни еще попроходить надо, знаете, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Это такой себе платформер. Это конкретный платформер. Слева направо или справа налево? Справа налево, господи. Справа налево и с достаточно интересными решениями для того, чтобы их можно было легко проходить. Это так, поначалу он кажется каким-то таким более-менее нормальным, потом, я вам скажу, делает из вас адского невротика, скажем так. Ну, а если вы стали адским невротиком, то расслабиться сможете в Beach Buggy Racing. Ну, тут два варианта. Либо разобьете геймпад на некотором этапе, либо пройдете ее всю. Потому что, когда я в Beach Buggy Racing, очень старая игра, это классическая игра для Android TV. Ехать же надо. Для Android TV, и, честно говоря, здесь очень элементарное управление, даже на пульте можно играть. Не говоря уже про геймпад, да, там есть какое-то базовое, да, там обучение прошли, потом пошли, там вот идет. Видите, с этими стрелялочками, с различными, как их там, господи, противниками. Очень классная игра. Для тех, кто не играл, я даже в машине ставил когда-то делал обзор на CarPlay на один, и даже в машине себе ставил эту штуку, он, видите, выстрелил какой-то фигней, даже в машине себе ставил для того, чтобы там поиграть в свободное время. И геймпад даже подключал. Ой, зачем я опять выстрелил? Давайте, что у нас там попадет? Опять стрелять. Вон кто-то едет. Давайте, лови. Лови, короче, вот таким вот образом. Ну и, конечно же, Bomb Squad. Очень классная игра. Зачастую здесь можно играть тоже командно от 1 до 4 игроков. Очень прикольно, поэтому очень советую. Пластилиновая графика, такая достаточно прикольная. Здесь мочишься с врагами, там различные бомбы закидываешь. А где мои бомбы? Вот моя бомба. Пошла и полетела бомба. Давайте, куда там еще тебе? На тебе бомбу еще одну. Лови. Да блин, твою налево. Да что я сделал? Нет, нет, нет. Ну и это было эффективно. Она липкая, она липкая. Слушайте, графончик, да какой прикольный. На тебе. Да иди ты отсюда, я тебе сейчас так вот напихаю, короче, разные фигни. Слушайте, прикольная игрушка. Нате вам. Ух, как они удирают, а. У них тоже бомбы есть. Да идите вы в одно место. Они сами себя там, по-моему, повзрывают быстрее. На! О, видите? Слушайте, игра вообще шедевральная. Does Not Commute. Одна из моих любимых игр. Это когда вы берете машинку, управляете этой машинкой. Ой, а что я ей не управляю? Как-то что-то я неправильно сделал что-то. Давайте посмотрим. Когда вы управляете машинкой, должны ее довести до определенного выезда, и потом этих машинок начинает добавляться. И главная ваша задача, чтобы эти машинки не сталкивались. И игра просто шедевр, я вам говорю. Я на нее подвисал очень-очень много раз. То есть это такие маленькие машинки. Так, мне тоже сюда надо. И вы, когда их там становится 20-30 машинок, там вы вот в этом трафике как-то вилять, и каждая машинка предыдущая тоже на треке, она едет по той траектории, которую задали конкретно вы ей. Вот, пожалуйста, у нас еще одна машинка, поехали. Сейчас мы должны успеть здесь, чтобы они не столкнулись. Вот они, их уже 4. Игрушка топовая, просто. Здесь скорая помощь. Куда нам надо? Мы врезались. Еще ее подбило. И у нас при этом это все ограничено временем. Давайте, помчались сюда. Здесь вроде бы все у нас нормально по времени. А это что у нас? Машинка мороженщика, да? Прикол. Так, давайте. У нас тут есть еще турбо и трекшн контроль. Короче, у нас тут очень много опций различных. Давайте. Тоже заезжаем. А ну давайте. Турбо включим. Поехали. Ох! Ой, чуть не столкнулись. Ну, давай, залетай. Поняли, да, сам смысл игры? Игра просто-напросто класс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я в кого-то врезался. Твою налево.
Ну вот видите, я теряю время, потому что я уже врезался, и теперь, чтобы мне взять, нужно сделать перемотку, чтобы повторить этот трек еще раз. Давайте сюда пойдем. Я все равно врезался. Короче, я вот такой вот игрок. Вы, кстати, видеть можете у меня здесь на ТВ-боксе и RetroArch, и GeForce Now, и плюс у меня есть где-то тут эмулятор PPSSP, это PSP эмулятор, да, здесь можно на ТВ-боксах играть на эмуляторах и в PlayStation 1, и в PlayStation Portable, и еще огромное количество эмуляторов, но об этом совсем другое видео, поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчик. И Steam Link даже работает, если у вас есть комп, где-то стоит большой, а хочется на телевизоре поиграть на геймпадике во что-то такое, что у нас с геймпадом, то, пожалуйста, подключаемся через Steam Link, играем. Ничего вопросов нет. Ну куда же без аркадных игр, самых обыкновенных, где вот видите показывается, как им управлять. Всего лишь две кнопки нам нужны для того, чтобы как-то управлять. То есть давать газ сверху, газ снизу, и две вместе, это он садится, грубо говоря. Давайте прыгаем, там подлетели немножечко, и потом раз, там чуть-чуть и разбились. Вообще ваша задача, чем дальше, тем больше пролететь по Марсу, скажем так, перепрыгивая с платформы на платформу, давая ему там реактивное какое-то ускорение. Это, кстати, очень, очень прикольная игра. Я в нее тоже залипал когда-то, но залипал на геймпаде, твою налево, подразбился немножечко. Здесь нужно, видите, у вас там есть запас топлива слева. Если вы сильно высоко взлетели, то вам может даже не хватить топлива, чтобы сесть куда-то, блин. Опа, видели, как я? Красавчик, молодец просто. 60 каких-то этих монеток получил. Прыгаем сюда, притормаживаем, садимся. А вот это будет посложнее. Ведь еще и топливо тут имеет свойство заканчиваться. Но у меня пока получается. Слушайте, а увлекательно? Да, не могу. Я сколько играл в такие игры, и меня вечно вот эти вот простота, короче, какая-то. Все, трындец, приземлился. Молодец, короче. У меня уже жизни нету. Все. Опа, приземлился. Давай, давай, давай. Полетели, полетели. Присаживаемся. Ух, увлекательно, а. Давайте, 14-я платформа. Ну, я вот сейчас вот из принципа. Я сейчас из принципа прилечу, короче. А вы потом мне напишите в комментариях, кто сколько платформ прошел. Кто переплюнет меня. Вот я сейчас при вас тут делаю какой-то мега мировой рекорд. Поняли? Я вот такой вот. Сейчас эти платформы начнут дальше находиться. За деревьями уже какая-то фигня получается. Опа! Я сейчас платформу перепрыгну. Да ладно, я прям платформу перепрыгнул. Тут лиса даже прибежала смотреть. Вы видели? А все, платформочки дальше становятся. И уже... Твою налево. Ну да, это не дымок, это реактивный ранец. А здесь жизни не заканчиваются, да? Можно два сразу? Там можно. Короче, ребята, останавливаюсь на 25-м. Напишите, кто пройдет дальше, чем я. Из увлекательных игр Маусбот, там, где вы управляете вот такой вот мышью. Короче, мышь это у нас роботизированная, и вам нужно пройти череду препятствий с разными мышеловками, со всякой гадостью. Давай, оп. И вам нужно закончить вот этот вот... Оп, я пролетел, ну ничего себе. Вам нужно этот лабиринт проехать. А что здесь? А что здесь? О, открывается. Ой, я какое-то яйцо поднял. Не знаю, не знаю. Давайте следующий. Слушайте, симпатичные, красивые игры. Детям-то должно нравиться, да? И таких вот здесь, там же сложнее еще будет потом эти все, каждый следующий уровень. Вы можете эту мышь апгрейдить, кстати. Ой, да, мне это нравится. Да, опа, у меня шапочка есть. Да ладно. А ну, поехали, следующий лабиринт. Новый. Я уже в шапочке, видели, какая у меня шапочка? Можно как-то ускоряться или что-то делать, стрелять чем-то?
Нет, я просто должен уворачиваться. А вот если я так заеду, то меня тут, короче, вот так вот привьет. Ну и, конечно же, боулинг для любителей спортивных игр. Без этого никуда. Так, а что мы здесь делаем? Так, вернемся. Оба, запустили шар. Боулинг мне, честно говоря, не нравится. Не очень красивый, не очень реалистичный. Но, блин, боулинг должен быть в наборе. А вот игра Ритуал, это такое себе, знаете... Я это называю лабиринтоподобное. Тут тоже по типу RPG какого-то, где вы бегаете каким-то призраком, ой, и лупите каких-то, не знаю, червяков. Вообще тут на самом деле, видите, он телепортируется. Вообще на самом деле очень много... Ой, он стрелять может. Мана нужна. Давайте, дубасим. Их надо всех поубивать, что ли? Для начала. Ну, давайте попробуем раскидать. Посмотрим, что будет дальше. Вообще, вот это вот детям очень сильно понравится, я вам говорю. Ой-ой-ой, он меня все, он меня, короче, прибил. Спасибо тебе, дорогой мой друг. Я ж как бы тебя не обижал. Сколько вас здесь будет, а? До бесконечности. Не знаю, кому-то может понравиться. А вот одно из того, что нравится мне. Гоночки сверху. Смотрите, какая прикольная. Красивая графика. Действительно, тут растры, короче, такие, или вектора, не понимаю. Как-то не воксельная графика. Очень, очень тяжело понять, потому что по приближению, как воксельная, знаете, на старом Delta Force была такая игра, если кто помнит, они были прям инновационные именно из-за воксельной графики. Куда ты? Но управлять этим, кстати, очень занимательная игрушка. Я застрял каким-то чудом между двух деревьев. Каким, блин? И все? И выехать не могу? Отлично. Или смогу? Смог, наконец-то. Давайте, выйдем отсюда как-нибудь. Я в шоке. У него прям заносы, знаете, вот такие вот как ралли, короче. Очень реалистично, прикольно, по физике вообще отлично. И знаете, что это у нас за игра? Это у нас... Ой, сейчас, одну секундочку. Вот, Rush Rally. При этом есть первая, вторая и третья часть. Rally Fury я даже показывать не буду, я был разочарован, поэтому она у меня установлена, я могу ее сразу удалить. Графика по сравнению, например, с тем же Асфальтом просто-напросто нищенская и скудная. А вот Subdivision Infinity, вот это, кстати, игра ничего себе, это космическая стрелялочка с различными эффектами, с прикольными заданиями. И смотрите, какой графикой. То есть графика здесь очень-очень достойная. То есть, ну, блин, обучение, я уже все вижу. Давайте, я должен ребятам показать. Смотрите, какая графика. Очень похожа на что-то очень серьезное. Кстати, у нас это не единственная леталка в сегодняшнем будет. Вот, стрелять он может. А ну, сейчас на кого-то наведемся. Куда-то летим. Давайте ускоримся немножечко. Какое-то у нас тут задание, походу. И тут у нас появляются пираты. Вот они. Где там эти пираты? Сейчас мы... Пираты, здравствуйте. У нас сейчас будет с вами серьезный разговор. Если вы мне не напихаете никуда, то вам я точно напихаю. Ну, иди сюда. Ну, есть. Одному напихал и достаточно. Все, будем с позором уходить с поля боя. Swamp Defense, классический Tower Defense игра, да, там где нужно у нас там просто-напросто выставлять пушечки против бегущих врагов, которые бегут по определенному маршруту. Давайте мы сейчас, ну, мы здесь проиграли чуть, поэтому можем сейчас начать заново. То есть выбираем место, где мы думаем, что будут стоять наши, скажем так, защитники. Давайте здесь у нас будет стрелок стоять. Вот он будет стрелять, а сюда мы поставим того, кто стреляет, там, допустим, какой-то жвачкой. Не знаю, я понимаю, что жвачка замедлять должна, их надо было поставить наоборот, но Tower Defense в этом и есть смысл, что вы должны сначала научиться, а потом играть, не то, что я. Хотя я в Tower Defense играю, боже ты мой. О, вот сейчас мы сюда ставим еще одного. Ой, нет. Мы сюда ставим еще одного нашего такого чудака, и уже все будет выглядеть совсем по-другому. То есть классический Tower Defense тут с какими-то мужиками, с какими-то... А как ускорить это все дело? О, есть.
с какими-то моментами. И все, вот мы, видите, опять проиграли. Или не проиграли. Да ладно, слушайте, мы отбились, да? Я в шоке. Давайте еще одного мужика поставим с клейстером, а потом еще одного поставим с пушкой. Вот так вот это будет выглядеть. И еще мы их можем еще и апгрейдить. Короче, ребят, классический Tower Defense. Ничего примечательного, но то, что он на Android TV есть, это факт. Слушайте, ну куда же нам без бильярда, вернее без пула. Обыкновенного пула, все очень красиво, красочно. Давай, сейчас мы разберемся, как тут еще. Ага. Right bumper, left bumper, это поворачивать у нас стол. А смотрите как, да, есть. Смотрите как красиво. Вообще очень, действительно, очень достойная графика. Он переключается фокус с шара на шар. Поняли, например, мы хотим по этому шару ударить. Хорошо, выбрали. Дальше. Нам надо в этот шар ударить, да? О, выбрали и никуда не попали. Ну, короче, как всегда, Какело промахнулся. Давайте еще разочек сейчас лупанем. Ну, давайте чуть-чуть. Вот такой вот попробуем ударчик. Закрутим его. И вот так вот тоже Какело промахнулся. Но желтого я коснулся. Ребят, очень интересно. Интересно, пул это достойная тема. Ребят, вот такие вот классические червяки. Ну, у меня котик какой-то. Классические червяки, в принципе, очень интересная тоже тема, но она не такая, как на смартфонах. Хотя, в принципе, Vid.io, они, я не знаю, те же производители, не те же для ТВ-боксов. Но то, что это работает, это факт. То же самое ускорение. Вы просто на геймпаде зажимаете вот эту крутилочку, не зажимаете, а постоянно ее держите куда-то, направляете, и она работает. Ну, давайте схватим вот эту штуку, ускорились. Полетели, побежали. Сейчас попробуем кого-то сожрать. Иди сюда. Иди сюда, что ты там бегаешь ты? Сейчас попробуем тебя. Ну и молодец, и врезался в меня. То есть убиваем червяков, собираем. Я его тоже сожрал. Да ладно, и он меня сожрал. Ну короче, ребят, классические червячки. А если хотите вот такие вот тоже платформеры, только сверху вниз, то очень-очень прикольно по графике. Детализация бешеная. Как видите, еще и со скидыванием бомб. Смотрите. То есть вы можете бомбить машины, расстреливать летающие цели. И это все действительно с очень-очень впечатляющей красивой графикой. Не каждый день... Ой, куда я швырнул бомбу? Опять ошибся. Давайте. Будет что-то по машинкам. Попал? Есть, по машинкам пошло. Очень красочная. Напоминает мне одну игру. Очень прикольно. У нас тоже будет она чуть дальше в обзоре. Да ладно, слушайте, вообще красиво. Смотрите, машины, бомбу куда-то скинул, непонятно куда. Тут, конечно, внимание надо все это пропустить. И тренировок просто бешеное количество. Ну не могли нас наши разработчики на Android TV оставить без подобия червяков. Просто здесь еще и такая у нас есть прям режим миссии. Ну это сейчас обучалка, да, то есть мы там можем прицелиться куда-то, где-то повисеть. Оп, оп. Такое, да, действительно такое подобие червяков. Конечно, по графике чуть другое, но ничуть не хуже. А ну давайте чего-нибудь тут тоже схватим. Да ладно, прикольно. Давайте первую миссию сделали. О, мы жрать можем чего-то. А мне интересно, слушайте, а есть какие-то у нас именно режим там, где это миссия, а ну кастомная игра. Давайте кастомную игру попробуем. Давайте play. А нет, это не червяки, это такое подобие. Это все-таки, знаете как, в режиме реального времени, не пошаговое.
Ну, где там второй червяк? Да ладно, разнес его. Слушайте, а игра прикольная. Я думал, это традиционные червяки, как бы, знаете, так скачал, включил, поиграл и офигел. А тут, оказывается, червяков, смотрите, надо бегать именно в режиме реального времени. Ну иди сюда, еще одного. Да ну, слушайте, заслуживает внимания. А если вниз справа? Аптечки, аптечки. Аптечки прям нужны. Сейчас еще одного застрелим и пойдем дальше. Иди сюда. Кто молодец? Я молодец. Может быть, кому-то и нравится такая хрень по комиксам DC, но есть огромное количество каких-то текстовых игр, как по мне, знаете, картинки плюс текст, при этом жутко тормозящие на обыкновенных ТВ-боксах, и я думаю, что их просто-напросто зачем-то перенесли, непонятно зачем, в категорию Android TV. Я не думаю, что это под Android TV сделано, потому что есть Бэтмен, есть Росомаха, есть Джокер. Что там еще было? Ну, короче, там какая-то гадость еще была по типу, но жутко тормозящая, и мне не понравилась. Поэтому можно ее спокойно нафиг удалять и не морочить голову. Если кому интересно, она еще и требует регистрации какой-то. Это просто для тех, кто может там в маркете увидеть там Бэтмена и тому подобное. Напишите, кто играл в эту фигню и кому она могла понравиться. Есть такая игра Battle Supremacy, это на случай, если вам нравятся танчики, и если танчики вам нравятся, то Battle Supremacy очень даже тема прикольная, но она очень хорошо идет на каких-то мощных ТВ-боксах по типу, ну давай загружайся, по типу Yugus AM8, по типу Yugus SK1, вот это да, а здесь на 905X4 слабовато немножко, хотя можем попробовать сыграть, ну вот они даже с какими-то фризами там передвигаются. Хотя игра красочная, реально тут очень-очень много заданий, очень много интересных кампаний, миссий, но она работает, к сожалению, на 905X4 с некими профризовками. Смотрите, для того, чтобы составить какое-то впечатление, в принципе, нам пойдет. Ну, слушайте, ну, она-то работает. Что самое интересное, она-то работает. Поехали дальше. Ну, такое, конечно, нужен ТВ-бокс помощнее для таких-то игр. Куда-то сейчас прицелимся, там даже кто-то стреляет, он на пригорочке. А ну шмальнем туда. Блин, в дерево попали. Вот как не надо, так я могу попасть черт знает куда. Как надо, так прям целая проблема. Ну, давайте куда-то попадем. Не знаю, куда я попал. Поехали, сейчас посмотрим. Титанчики, в принципе, а вот они сейчас из-за бугра вылезут в красном исполнении. Здравствуйте. Бам, есть один. Короче, вы поняли, да? Обыкновенные танки. Оу, какая карта. А если вы не хотите играть в танки, то будете играть в портал. Если он заработает каким-то образом. А он, наверное, рассчитан под... Но, к сожалению, сколько я не пытался, портал у меня не заработал на геймпаде. То есть выбирать ничего в меню нельзя. А мышь для этого ставить я, откровенно говоря, не буду. Это у нас, он, наверное, тоже ошибочно попал конкретно в Play Market для Android TV, поэтому мы его спокойненько удаляем. Хотя было интересно, портал плюс Bridge конструктор, именно конструктор этих, как их, господи, мостов, было бы очень прикольно. Brickneck, вот это, кстати, игрушка с красивой графикой, достаточно таким, знаете, бесконечный раннер, я это называю, бесконечный раннер, потому что ваша задача просто-напросто долететь куда-то далеко, потом касаясь там стен заряжаться и тому подобное в некоторых местах. И чем дальше вы долетите, за вами, грубо говоря, там кто-то вас преследует, вы должны от этого дела уворачиваться и побыстрее улетать. Ну, там, допустим, от стены вы можете заряжаться. Выглядит все впечатляюще красиво. Какие-то у вас препятствия постоянно появляются, вот вы долетаете до стены, потом эта стена отодвигается, вы проходите какие-то дистанции, все хорошо, но это бесконечный раннер, и такое, откровенно говоря, надо любить, даже несмотря на то, что действительно красиво сделано. Давайте, ну, еще чуть-чуть полетим, какой-то стены позаряжаемся тут, если сможем.
Тут еще стены такие, что... О, тут надо уже вилять, так вилять. Еще тебе отдубасят тебя, как не знаю кто. О, здесь мы прям заряжаемся. Вылетаем напрямую и давай ускоряться. Потому что сейчас нас догонят и расскажут нам... Да ладно, почему мы себя плохо вели. А это мне не нравится. Зато мне нравится Брик-Брикер. Блин, ребята, игрушка очень-очень крутая. На ней можно даже играть... Ой, зачем-то я ее закрыл. На ней даже можно играть на пульте вашего телевизора, либо вашего ТВ-бокса. Но игра действительно прикольная. Заходите в маркет, скачиваете. Блин, жадность фрая разгубила. Схватил за этим кубиком, погнался никому не нужным падающим. Там просто падают различные призы. Для тех, кто не играл в детстве на 8-битных, на 16-битных приставках вот в такие игры. Я часами когда-то залипал, но это было вот прям интересно, серьезно вам говорю. А ну давай. Потом у вас увеличивается скорость, и потом появляются какие-то дополнительные штуки. О, давай, хватаем. Есть, еще один шарик, еще один есть. Опять жадность. Теперь здесь расширились. И поехали. А потом это все еще и меняет, короче, узоры. То есть вот эти вот узоры, они все потом меняются. Ай. Да, я в это залипал. Просто раньше ну что другое играть не было. Ну и давайте я вам сейчас покажу последнюю игру. Объясню, почему последнюю. Потому что это первая часть. Это первая часть, потому что вторая часть, вот если бы мы сейчас сделали это все вместе, мы просто задолбались бы. Но поверьте, вторая часть будет не менее интересной, потому что здесь и ES Conflict, и Vendetta Online, и Space Marshal. Но мы сейчас последнюю игру смотрим, а если хотите вторую часть, то она либо в описании под видео, уже есть ссылочка, либо, ребят, она появится, поэтому лучше подписаться. И, кстати, у нас в телеграм-канале мы тоже их публикуем, поэтому можете... скажем так, туда тоже подписаться. Слушайте, а это у нас игра про что? Ой, что нам надо делать? Блин. Мы расставляем ловушки, чтобы мышь ловить, чтобы она не сожрала наш сыр. Господи. Я сразу-то и не понял. Ну, вот я поставил сыр. Все, я даже прошел уровень. Все, я понял, слушайте. Я сразу как бы и не понял, но когда понял, я нифига себе понял. Поэтому вот мы должны сюда поставить нам раз. Вот сюда вот, чтобы она звездочку не сожрала. 2. Чтобы она не удрала, коза. 3. Давай, вот здесь вот мы ее. 4. Тихо. Вот здесь вот 5. Здесь 6. Здесь 7. Угу, давай, скачи. И здесь 8. Все, мы прошли. Красавчики. Да ну такое себе, знаете, игрушка, конечно, слабо. Не, ну она интересная. Я тебе скажу, ты когда начнешь залипать, там уже следующий уровень, он будет еще лучше. Еще сложнее. Да, там еще. Начнется момент, да, когда можно будет не справиться. Вот здесь еще надо зайти как с Google аккаунтом, оно будет сохранять прогресс. Ой, класс, дома продолжить. Ничего себе, скажу я вам, да ладно. Какие-то магазины, что-то мы улучшаем. О, а здесь уже какая-то мышь с оголделыми глазами, кстати. Я сразу обратила на это внимание, я вообще не поняла, почему ты об этом мне еще не сказал. Я прям ну все, я проиграл, смотри. Да. Вот это да. Слушай, а ты говоришь, нифига себе игра. Ну, тут какой-то беспредел. Она прыгает не в каком-то этом. Ага. Не Все, я ее словил, смотри. Все. Смотри, все. О, слава богу. Я прошел. Все, ребят, я вам скажу так. Давайте, смотрите, у нас там есть огромное количество игр еще. И Farming Simulator, и Even the Temple, и US Conflict, и Skyforce, и Маршалы, и Storm Raider, и Pyramid Quest. Короче, это все такая, знаете... Да, это будет целая серия игр, конечно же, про PlayStation Portable тоже, поэтому подписывайтесь, ждите вторую часть. С вами был Бабл на канале Технозон и игры для ТВ-боксов. Пока.